У Сяо Яня в команде подкрепление Цин Линь с ее подчиненными экспертами племени глубоководных питонов. Теперь это огромное количество почтенных воинов. В серии не рассказали, но Цин Линь прячет всех, кого контролирует, в своих глазах. Внутри глаз образуется пространство. Она может контролировать тех, кто попал в то пространство. Но и у него есть предел. Увеличивая свою силу, она также увеличивает предел пространства. Но, что более удивительно, глаза Цин Линь постепенно пожирают их силу. Если подумать, то ей вообще нужно тренироваться. Она просто могла захватить экспертов, взять их под контроль и пожинать плоды. Но, как объяснила Цин Линь, этот эффект пожирания крайне слабый. С ее нынешней силой Цин Линь способна взять под контроль почтенных воинов 2 звезд, не более 3, а также экспертов послабее. Услышав все это, Сяо Янь понял, почему ее сила так быстро возросла. В прошлом она даже не была мастером, но за каких-то 10 лет ей удалось достигнуть такого уровня развития. А далее битва Сяо Яня за скелет святого начинается. 10 свитков оказались подделкой, а настоящее сокровище – это сам скелет. Чжай Син пробудил его своей кровью, завязалась жуткая битва, много экспертов погибло от техники класса Тянь. После использования такой огромной силы свечение скелета окончательно погасло. Очевидно, что духовный отпечаток элитного святого закончил свое действие в этих костях. Все эксперты, включая Чжай Сина, алчно уставились на безжизненный скелет. Он не только хранил на себе технику доуци класса Тянь, но и сам по себе был очень редким ингредиентом высокого уровня, ресурсом для разных целей. Поэтому старейшина фениксов Хуан Сюань, глава Тан Джень и почтенный Бинхе также устремились к скелету. Вот, теперь начнется самая настоящая гонка, кто же заполучит эти косточки. Первым удалось целиком схватить скелет Чжай Сину. Однако, недолго думая, Сяо Янь атаковал. Тяжелый черный меч вонзился в скелет, разметывая искры от удара. Старого призрака Чжай Сина неплохо тряхнуло, так что тот сделал шаг назад. И в этот момент его нагнала троица других почтенных воинов. Они молча, яростно атаковали его техниками доуци, не даруя пощады. Все ошеломленно смотрели, как 5 почтенных воинов сражаются насмерть из-за горстки древних костей. В ходе этих мощных столкновений скелет пострадал, скелет святого был действительно чрезвычайно крепким. Однако и он не смог пережить такого рода разрушительную силу. Старый призрак Чжай Син крепко держал кости скелета. Но от атаки противников у него осталась лишь кость руки скелета, а остальная часть упала в яму. Чжай Син гневно отбросил кость в сторону и рванул за скелетом. Однако его тело еще не достигло костей, как Сяо Янь появился перед ним и схватил скелет раньше него. Он сформировал коричневое пламя на своей ладони, затем ухватил 3 нижних ребра, на которых были символы, и потянул за них изо всех сил. Скелет был очень крепким, но Сяо Янь использовал всю свою силу, чтобы выломать 3 ребра. Напомню, что техника класса Тянь была высечена именно на этих нескольких ребрах скелета. Сяо Янь быстро спрятал это сокровище в кольце для хранения. Независимо от всего произошедшего, он получил свою добычу. Техника класса Тянь теперь принадлежала Сяо Яню. Сяо Янь спрятал в кольце 3 ребра, но увидев, что на него мчится Чжай Син, Хуан Сюань и почтенный Бинхе, он просто кинул остатки скелета в Чжай Сина. Тот был поражен, но не растерялся, схватив скелет рукой. Теперь Чжай Син стал целью всех остальных экспертов. Они схватили скелет с 2 сторон и потянули на себя. Под силой разносторонней тяги крепчайший скелет начал трескаться. Сила 4 или 5 почтенных воинов была настолько велика, что скелет стал медленно разрушаться в местах сочленений, после чего, не выдержав, он взорвался и разлетелся на множество костей и костяных обломков. Увидев это, все эксперты жадно стали хватать обломанные кости скелета. Сяо Янь успел схватить правую руку скелета. Эта кость испускала тусклый свет. Под светом пламени он заметил небольшие сгустки жидкости. Это сущность святого. Получается, что задание старого призрака Чжай Сина могло заключаться и не в поиске техники класса Тянь. Сяо Янь понял, что далеко не все кости обладают такого рода жидкостью. Перебрав почти все, парень отобрал еще 4 нужных фрагмента костей и аккуратно убрал их в кольцо. Он сможет использовать эти сокровища, оставшиеся от святого, в будущем. Сяо Янь выбросил те фрагменты костей, которые не содержали сущность святого. По сути, Сяо Янь забрал все самое ценное и важное из скелета, получив руку святого, которую использует для учителя в будущем. Эта рука содержала сущность святого, поэтому значительно усилила Яо Лао. После чего старый призрак Чжай Син и старейшина фениксов Хуан Сюань сговорились объединиться против Сяо Яня.
Они были уверены в себе, все-таки они оба являлись почтенными воинами 5 звезд. Даже вдвоем они полностью перекрывали по силе состав Сяо Яня. Плюс к ним присоединился глава Бинхэ из долины Ледяной реки. Но Сяо Янь с ухмылкой произнес: «Похоже, старому призраку недостаточно потери только одной руки». На стороне Сяо Яня, помимо его друзей почтенных воинов, была Цин Линь с ее марионетками, а также глава Тан Чжэнь из долины Горящего Пламени. Кроме того, Сяо Янь сразу же призвал 11 своих марионеток. Все эксперты понимали опасность этих созданий. Они были готовы выполнить любой приказ хозяина. По сути, это будет самая масштабная битва за все время, поскольку сойдется такое огромное количество почтенных воинов из различных фракций. Враги Сяо Яня из племени Небесного Феникса, Павильона Ветра и Молний, а также Ледяной долины объединились вместе. А также не стоит забывать о Джай Сине из Зала Душ. Да, это будет то еще зрелище. Сяо Янь использовал технику тройной метаморфозы пламени, впервые на ранге почтенного воина. Мы подробно рассмотрели это в одном из видео на канале. Насколько поднялась его сила? На 2 звезды, так что Сяо Янь после усиления достиг 3-й звезды почтенного воина. Он решил объединить небесные печати, создав формацию 4 печатей. Джай Син начал паниковать, хоть он и смог отбить эту атаку, но у него возникла мысль, что дела обретают нежелательный оборот. Хотя настоящая сила Сяо Яня находилась на уровне почтенного воина 1 звезды, а с усилением на 3-й звезде, но у него припасено нескончаемое количество козырей, а их сила просто ужасала. Добавить к ним могущество и разрушительность небесного пламени, даже он стал испытывать проблемы с убийством Сяо Яня. Парень сражался как проклятый, он прекратил защищаться и сражался лоб в лоб. Пока горящее пламя 3 тысячелетий защищает его тело, Сяо Янь все равно, что постоянно принимает высокоуровневое лекарство после каждого удара. Куда бы Джай Син не нанес ему удар, пламя сразу залечивало все повреждения. А кто тогда сумеет справиться с парнем в лобовом столкновении? Как же хочется посмотреть на эту битву. Джай Син атакует, Сяо Янь, не защищаясь, атакует в ответ. Чисто Гасилова на ранге почтенного воина. Джай Син, понимая, что так просто не победить, снова использовал сильнейшую смертельную технику против Сяо Яня. Но в этот раз его ждет ответ в виде лотоса уничтожения. Сяо Янь уже начал слияние небесных огней, однако неожиданно прибыло подкрепление со стороны небесных фениксов. Рассмотрим это в продолжении. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такой эффект небесного пламени. Сяо Янь почти что неуязвимый. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.